Всем привет! Вы на канале Trend Division и с вами ваш стилист Алина Галин. И сегодня мы поговорим про очень интересную тему. Как с помощью правильной одежды и аксессуаров можно выглядеть более молодо. Но перед тем, как начать, проверьте, что вы точно подписаны на этот канал, чтобы не пропустить другие полезные советы. Итак, совет номер 1 – это убрать лишние объемы в одежде. Здесь мы говорим про сильный оверсайз и кофты-размахайки, которые зачастую надевают, думая о том, что так будет не видно ничего лишнего. Но и обтягивать себя тоже не нужно. Здесь лучше выбрать не мешковатую одежду, а ту, которая поможет сделать акценты на нужных местах вашей фигуры. Важно при выборе одежды понимать свой тип фигуры и как вы можете подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Здесь можно поиграться с длиной, и с цветом, и с аксессуарами. Если мы говорим про акценты, то, например, если у вас шикарная грудь, не стоит носить откровенные ярко-красные корсеты, которые будут выглядеть вульгарно и не подходить вашему возрасту. Лучше надеть светлую майку, а поверх рубашку. Это будет выглядеть более сдержанно и красиво. При этом ваше достоинство не останется без внимания. Пункт номер 2. Убираем лишние принты. Рисунок на одежде тоже может прибавить либо отнять года, поэтому если вы хотите омолодить свой образ, лучше не используйте такие принты, как крупные цветы с бабочками, листочками, растениями и тому подобному. Сюда же относится и горох, но если вдруг вы так сильно влюблены в горох, то лучше надевать низ с таким принтом. Также не нужно надевать одежду с принтами в виде фруктов, овощей и каких-то разноплановых надписей. Если вам сложно балансировать между корректным и неправильным принтом, то можете смело выбирать монотон или полоску. Они точно будут выглядеть хорошо и презентабельно. Третий пункт – это работа с цветом. Наверняка вы уже слышали, что есть цвета, которые старят. Это темные оттенки, такие как темно-фиолетовый, темно-синий, бордо, иногда даже черный. Возможно, вы подумали, а как без черного? База ведь. Черную одежду лучше убирать из портретной зоны. Почему, спросите вы? Потому что, надевая черную одежду в портретную зону, несовершенство на лице в виде морщин или кругов под глазами становится более заметной. Это происходит из-за отражения. Черный цвет перекликается с тенями морщин на лице и делает их более глубокими. А что делать, если у меня есть красивая черная рубашка, которую я люблю и хочу носить? В таком случае можно использовать светлый шарфик или воротник, то есть сделать светлую прослойку между темной одеждой и лицом, либо максимально открыть зону декольте. Например, вы можете не застегивать рубашку до конца, оставить две верхние пуговицы расстегнутыми, и будет создаваться как раз-таки светлое пятно, которое уже не будет так сильно позволять перекликаться черному цвету с несовершенствами вашего лица. Также вместо водолазок вы можете купить лонгсливы. В таком варианте ваша шея будет открыта и опять же будет создаваться светлый нужный нам промежуток. Четвертый пункт – это выбор актуальных фасонов одежды. Я не призываю вас покупать новую одежду каждые полгода, но можно купить либо классику, которая никогда не постареет, либо те актуальные модели, которые можно будет носить год или два. Здесь важно покупать именно современную одежду. Также важно выбирать более лаконичные крои одежды, например, прямые джинсы против рваных, классический двубортный жакет против однобортного приталенного. Могу поделиться лайфхаком. Вы можете составить образ из базового гардероба и добавить туда одну вещь, которая актуальна именно в этом сезоне. Таким образом, весь ваш аутфит будет выглядеть более свежо и современно. А если вы зафиналите ваш образ современной сумкой или обувью, то это даст плюс 100 к свежести вашего аутфита. Еще один молодой совет. Покупайте современные джинсы по модели и по цвету. Это ежедневная вещь, которая подойдет практически подо все. Вам не будет комфортно, а они еще пару лет вам точно скинут. В пятом пункте поговорим немножечко про верхнюю одежду. Здесь лучше выбирать более свободный крой без акцентных деталей, потому что пояса, резинки в области талии, ремешки на рукавах и другие мелкие детали – это все временные модные детали. А верхнюю одежду, как правило, мы покупаем раз в несколько лет. Если мы говорим про цвета, то здесь лучше придерживаться спокойных классических тонов, таких как бежевый, песочный, коричневый, фисташковый и молочный. Темные цвета, такие как черный, бордо, темно-синий, темно-фиолетовый, не стоит брать. Об этом мы уже договорились в начале видео. Шестой пункт – это использование гладких и плотных тканей, которые держат форму. Здесь опять же идет корреляция между вашей кожей и тканью изделия. Рыхлые и текстурированные ткани подчеркивают несовершенство, например, снижение упругости кожи. Они в большей степени подчеркивают все возрастные изменения.
Седьмой пункт – это многослойность образа. Здесь нужно учесть все то, что мы проговорили ранее, и чтобы по тканям, и по цвету, и по фасону одежда вам подходила и сочеталась между собой. Если эта задачка кажется вам немножко не под силу, не стесняйтесь обращаться к стилистам, которые помогут вам собрать многослойные образы на каждый день. Восьмой пункт – это не использовать вещи из прошлого. Да, все мы знаем, что мода циклична, но детали мелкие все равно будут отличаться. Например, если 20 лет назад был популярен определенный тип жакета, и сейчас он тоже популярен, это не значит, что мы должны достать все из сундуков и теперь заново носить, как будто бы это то, что модно именно сейчас. Потому что мелкие детали, такие как крой, такие как фасон, такие как ткань, даже пуговицы, будут показывать, что ваша вещь, к сожалению, из прошлого. Итак, мы переходим к аксессуарам. Девятый пункт – это подходящие легкие украшения. В аксессуарах тоже важно держать руку на пульсе, а как по-другому? Так, например, привычка 90-х носить на каждом пальце по золотому кольцу с камнем, которое досталось от бабушки, уже давно канула в лету. Если вы не особо любите украшения, лучше купите и используйте более классические. Это могут быть сережки-кольца среднего и крупного размера, серьги-гвоздики с мелкими фианитами или бриллиантами по радиусу. Десятый пункт – обувь, аксессуары и головные уборы. Обувь выбирайте лучше однотонную, без специфических деталей. Знаю, что многие женщины любят покупать удобную обувь с ортопедической стелькой, мягкой подошвой и тому подобному. Визуально такая обувь выглядит, мягко говоря, не очень и не молодо. При этом с такими же критериями можно купить мягкие, как тапочки, кроссовки. И вам удобно, и выглядит хорошо. Про сумки и головные уборы будет такой же совет. Покупайте без ярких временно модных деталей. На сумках часто можно увидеть броши в виде золотых пантер или львов, или еще что похуже. На шляпах тканевые цветы или меховые хвосты. Лучше купите актуальную классическую сумку в базовом цвете. Она будет модна и сегодня, и через год. Все аксессуары и украшения с легкостью могут отослать весь ваш образ обратно назад в прошлое. Поэтому будьте внимательны. И переходим к последнему пункту, последнему блоку, это внешнему виду. Маникюр. В идеальной системе это нюд, но если вам нравятся красные или черные ногти, это тоже окей. Рекомендую не использовать цветастые и принтовые рисунки. Бывает, что делают принт на ногтях под принт платья, например. Не стоит так делать, потому что это прибавит пару лет вашему образу. 12 пункт – это макияж. Как правило, он должен быть естественный и спокойный. Особенно брови. Желательно, чтобы они оставались у вас натуральными, не слишком яркими, чтобы они выделялись на всем лице. Вечерний макияж важно, чтобы использовался именно на вечер, дневной именно на день. Если мы говорим про нарощенные ресницы, то важно, чтобы они тоже выглядели аккуратно и естественно. 13 пункт – это актуальная стрижка и укладка. Важно вовремя подкрашивать волосы, если вы их красите и хотите скрыть, может быть, седину или какие-то другие несовершенства вашего цвета. Также обязательно нужно делать актуальную стрижку, но, конечно же, ту, которая вам будет нравиться. Потому что наш образ целостный создается не только благодаря одежде, но благодаря и тому, как вы накрашены, как выглядят ваши волосы, как выглядит ваша одежда. Все вместе составляет именно тот образ, который вы хотите достичь. И последний завершающий пункт, номер 14, это кожа лица и кожа рук. Знаю, что наверняка многие из вас ухаживают за лицом и за областью шеи, потому что мы постоянно смотримся в зеркало и видим наши возрастные изменения. Но почему-то большинство людей забывают про руки, а на самом деле руки как раз-таки являются показателем истинного возраста женщины. Поэтому не забывайте следить и ухаживать за своей зоной шеи, лица и также за своими руками. Тогда вы точно будете прекрасны в любом возрасте. Вот мы и проговорили базовые пункты о том, что же может помочь нам выглядеть более свежо и более молодо. Надеюсь, что вам было полезно. Обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие полезные и стильные советы. С вами была Алина Галин. До скорого!